Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для туники. Узор простой, несложно, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 6 петель. Для примера нам надо набрать 19 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Набрали. Теперь держим петельку. И набираем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И одну петлю по рисунку. В общей сложности мы набрали 4 петли. И от той петли, которую держали, нам надо назад отступить 2 петли. В общей сложности нам надо отступить 8 петель назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы заходим в ту петлю 8, которую держали, и вяжем элемент. 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3, 4. Мы связали элемент. 4 столбика с накидом из одной точки. 1 воздушная. Пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и вывязываем столбик с накидом. 1. Связали. 1 воздушная, пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и вывязываем элемент. 4 столбика с накидом из одной точки. 3, 4. Вот так у меня получается. 1 воздушная, пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и вывязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная, пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и вывязываем элемент. 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3, 4. 1 воздушная. И в конце ряда, пропустив 2 петли, последнюю петлю мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда. 3 воздушные петли подъема и 2 петли по рисунку. Переворачиваем работу и работаем только с элементами. Нам из предыдущего элемента 4 столбика из одной точки надо провязать элемент 4 столбика с накидом с одной вершиной. Мы не довязываем столбики с накидом, оставляем на крючке. У нас сейчас на крючке 5 петель. Провязываем все одной петлей. Мы связали, у нас получился вот такой ромб. 2 воздушные. Заходим в столбик с накидом, который у нас находится по вязанию в предыдущем ряду, и провязываем в него столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим в следующий элемент из 4 столбиков с накидом и вяжем 4 столбика с накидом с одной вершиной. 3 оставляем на крючке. 4 на крючке у нас 5 петель. Провязываем все одной петлей. Мы связали второй ромб. 2 воздушные петли. Заходим в столбик с накидом по ходу вязания в предыдущем ряду и провязываем столбик с накидом, столбик, столбик. 2 воздушные петли.
и вывязываем элемент 4 столбика с накидом с одной точки, с одной вершины. На крючке у нас 5 петель, провязали все одной петлей, 2 воздушные, и в конце ряда в третью петлю подъема мы провязываем столбик с накидом 1. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда. 3 воздушные петли, переворачиваем работу, и в этот же самый столбик в основании мы провязываем столбик с накидом 1. Это и есть начало третьего ряда. 1 воздушная. Теперь заходим в макушку элемента, находящегося в предыдущем ряду, и провязываем столбик с накидом 1. 1 воздушная. У нас по вязанию есть отдельно стоящие столбики с накидом. Вот теперь мы из них вяжем элементы в виде ромба. Заходим в столбик и провязываем 4 столбика из одной точки. Провязываем полностью. 3, 4. Провязали. 1 воздушная. Заходим в макушку элемента предыдущего ряда, вот сюда, и провязываем столбик с накидом 1. 1 воздушная. Заходим в столбик с накидом по ходу вязания и вывязываем элемент 4 столбика с накидом из одной точки. 3, 4. Провязали. У меня вот так получается. 1 воздушная. Заходим в ромб, в элемент предыдущего ряда, в макушку, и вывязываем столбик с накидом 1. 1 воздушная. В конце ряда в третью петлю подъема мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Для симметрии мы то же самое делали в начале ряда. Вот мы с вами связали третий ряд. Начало четвертого ряда у нас 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу, заходим в столбик с накидом предыдущего ряда и провязываем все одной петлей, столбик с накидом. Нам надо сделать ромб. 2 воздушные петли, это не подъем, а просто 2 воздушные петли. Заходим в столбик с накидом по ходу вязания и провязываем столбик с накидом 1. Далее из элемента, состоящего из 4 столбиков с накидом из одной точки, нам надо провязать 4 столбика с накидом с одной вершины. 3 столбик оставляем на крючке и 4 столбик оставляем на крючке. На крючке 5 петель, провязали все одной петлей, 2 воздушные. Далее по ходу вязания мы идем столбик с накидом, провязываем в него столбик с накидом, 2 воздушные. Далее мы заканчиваем этот элемент. В предыдущем ряду у нас было 4 столбика с накидом из одной точки, а теперь нам надо провязать 4 столбика с накидом с одной вершины. 3 столбика не довязали, 4 столбик. На крючке 5 петель, провязали все одной петлей. Вот такой получается элемент красивый. 2 воздушные петли. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом. И в конце ряда мы провязываем в третью петлю подъема столбик с накидом с одной вершины. Мы с вами связали 4 ряд. Спасибо, что досмотрели мои видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях.
моделька, которую можно связать этим узором. Ссылку я оставлю под видео. А всем пока-пока.